Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра желаем всем вам. И опять вопросы наших зрителей. На этот раз мы рассмотрим вопросы, касающиеся дынь, которые мы выращивали в 2022 году. Нас спрашивали, что это за сорт или гибрид на весах в 4,5 килограмма. Как вам удалось вырастить такую большую дыню? В основном вот так звучат эти вопросы. Отвечаем. Это старый сорт, который называется криничанка. Несколько лет назад я купила пакетик семян этого сорта в интернет-магазине «Агромаркет». Я давно искала этот когда-то популярный сорт, который выращивали еще мои родители. Каким-то образом потерялись эти семена, и вот мне удалось наконец-то восстановить этот сорт. В пакетике, который я купила, было чуть более десятка семян, но взошли только несколько семечек. Они-то и дали возможность возродить вот этот старый сорт. Пару лет мы его успешно выращивали, а затем при ремонте дома вот что-то мы делали, перекладывали, и семена с пакетом затерялись. И мы выращивали в прошлом, 2021 году, гибриды иностранных фирм. Хорошие, урожайные. Вот эти иностранные дыни были. Зимой я наконец-то нашла пакет с семенами прошлых лет, где были и семена криничанки. Там, кстати, были и другие сорта, но именно этот сорт оказался жизненным. Естественно, я для этого проверила семена на всхожесть, замочила, посмотрела, как они работают, и получилось, что из нескольких пакетов именно крынычанка была живая и трудилась. И вот мы их посеяли в 2 срока. В апреле всего 3 семечки в торфяные таблетки положила. Это для самого раннего урожая. А в мае посеяла просто в горшок горсточку семян. И они взяли, все дружно взошли. В мае очень много дел, посадки, пересадки, пикировки, и поэтому у меня уже времени на пикировку дынь не было. Высадила их без пикировки в подготовленные ямы с органикой. Все, что оставалось в саду, на огороде, выкапывали ямы и все туда забрасывали. Вот эти веточки, все, травы какие-то, и закапывали, сверху присыпали землей из сада. И вот все растения, которые я без пикировки, я просто высаживала в эти ямы, они все принялись и хорошо росли. А вот эти дыни с весом 4,5, даже чуть больше, чем с половиной килограмма, и 3 килограмма как раз были из 3 семян рассадных, что были посеяны в апреле. Очень интересное наблюдение и хороший результат. Все майские рассадные саженцы выдают сейчас уже очень хороший урожай. В среднем дыня имеет вес около 2 килограммов. Но несколько растений попадаются мелкие, вот на нескольких кустах, мелковатые. Но это там, где полив был недостаточный. И, кстати, несколько вот этих растений, и там уже и ям не было нормальных, поэтому вот что было, где было, высаживала на свободных местах для того, чтобы не потерять ни одного росточка. И мы рады очень, что вот так получилось. Нам удалось вернуть старый сорт криничанка на наш огород. Они прекрасно все адаптировались в новых условиях после посадки, росли. Естественно, мы поливали, подкормку давали и получили такой прекрасный урожай. Получаем мы только активно вот с этих, которые в мае были посеяны, мы вот только сейчас активно их собираем урожай с них. А вот эти 3 семечки мы уже завершили с них сбор. Анализируя опыт 2022 года, мы понимаем, что нужно больше семян все-таки высевать на рассаду в апреле.
И рано у нас получилось с урожаем. Нужно делать вот этот посев, вот этот ранний в апреле, для того, чтобы собирать урожай где-то в последней декаде. А июля у нас 25-28 июля мы уже собирали урожай вот с этих рассадных, посеянных в апреле семенах крынычанки. Ну и хочется, там мы уже закончили собирать, а здесь только начинается майский посев. И хочется, чтобы и август, и даже сентябрь иметь в это время, ходить собирать медовые ароматные дыни. И не только для питания в свежем виде, но и обязательно сварить наше царское варенье из дыни. У нас, кстати, есть этот рецепт в плейлисте «Заготовки на зиму». И многие уже варили, и у них тоже получается очень вкусно. Это действительно царское наслаждение. Этот сорт дынь подходит идеально для всех вариантов переработки. Мы, кстати, пробовали и вялить, сушить дольки дыни именно этого сорта. Очень вкусно получается. Так что дыня крыжничанка тяжеловес в ранних апрельских посевах. И не менее важно, для того, чтобы получать вот такие большие дыни, важно создать для этих растений хорошие условия. Посадка рассады в заранее подготовленные ямы с органикой. Кстати, у нас снова же об этом есть видео в плейлисте «Бахчевые культуры». Мы это делали в марте месяце, заранее это все делали и показывали нашим зрителям. Ну а затем были подкормки зеленым удобрением. Одна подкормка была зеленая, это бродилка. Как раз в июне месяце очень было много у нас этой бродилки из разных сорных трав. И были затем подкормки по листьям органическими удобрениями. Обязательно была защита от вредителей болезней биопрепаратами, только био. Кстати, дыни долго стояли словно на одном месте. Вот кусты были прекрасные, листья зеленые и цвели, но не формировались плоды. И в этот момент как раз были проблемы с томатами, начиналась вершинная гниль. И вот я вот эту подкормку кальцием, а затем бором, калием, магнием, я эту же подкормку точно такую же делала не только для томатов, перцев, баклажанов, но и для бахчевых культур. И мы получили вот такой результат. Мы стали замечать, что после этих подкормок стали дружно формироваться плоды, и причем не только формироваться, но и набирать вес, хороший, красивый вес. Так что кальций, бор, калий нужны не только помидорам, но и бахчевым культурам, чтобы регулировать процессы опыления, углеродный и белковый обмен, стимулировать синтез фитогормонов и радовать нас вкусными, ароматными, сладкими плодами дынь и арбузов. Мы ответили на ваши вопросы, уважаемые наши зрители и подписчики. Дыня весом более 4,5 килограммов – это дыня сорта крынычанка. Это старый сорт, который продолжает жить на наших грядках после небольшого перерыва в пару лет. Отвечали на вопросы авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Мы снова же прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео на нашем канале. Будьте все здоровы и благодатной погоды, хороших урожаев вам на ваших грядках и в садах. Пока-пока!